Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня приготовим коржи для медового торта. Они получаются очень нежными и ароматными, чудесно пропитываются кремом, так что торт буквально тает во рту. Очень рекомендую взять на заметку этот рецепт коржей, который испечет даже новичок. Подготовим все необходимые ингредиенты. В кастрюле с толстым дном соединяем натуральный мед и сливочное масло. Мед можно брать как жидкий, так и густой. Вкус коржей очень зависит от меда. Чем темнее мед, тем более насыщенный медовый вкус будет у коржей. Растапливаем медово-масляную массу на небольшом нагреве до однородной консистенции, не доводя до кипения. Если у вас нет кастрюли с толстым дном, то используйте чашку, поставив ее на водяную баню. Сразу добавляем соду и перемешиваем. Масса посветлеет, мед погасит соду. Если мед искусственный, то соду нужно погасить уксусом или лимонным соком. Добавляем сахар, соль и тщательно перемешиваем. Теперь по одному добавляем яйца. Каждый раз хорошо перемешивая до равномерного распределения. Снова ставим кастрюлю на плиту и постоянно помешивая добиваемся полного растворения сахара. Это легко проверить, прокатав получившийся сироп между пальцами. Масса снова посветлеет и начнет пениться. Даем медовой смеси немного остыть. И постепенно добавляя просеянную муку, замешиваем тесто. Количество муки может потребоваться разное, это зависит от ее влажности. Добавляем муку в кастрюлю до тех пор, пока будет возможно перемешивать тесто ложкой. Мне на этом этапе понадобилось 450 граммов. Вам же может понадобиться больше или наоборот меньше, смотрите по консистенции теста. Но не торопитесь сильно забивать его мукой. Как только станет трудно мешать, выкладываем тесто на присыпанную мукой рабочую поверхность. Сверху тоже присыпаем мукой и замешиваем тесто. Оно должно оставаться слегка липким, и если его оставить, то оно слегка растекается. Это признак идеального теста для медовых коржей. По необходимости, посыпая тесто мукой, формируем жгут и разделяем его на 9 частей. Каждый кусочек скатываем в шарик и укладываем на доску, присыпанную мукой. Прикрываем пленкой, чтобы сверху не образовалась корочка. Это тесто не нужно охлаждать, ставить в холодильник, можно сразу приступать к выпечке медовых коржей. Заранее включаем духовку и прогреваем ее до 180 градусов. Раскатываем каждый кусочек сразу на пергаменте или на тефлоновом коврике, по необходимости посыпая мукой. Раскатываем очень тонко и вырезаем нужный диаметр. Я использую для этого кольцо-резак диаметром 22 см. Также это можно сделать с помощью тарелки, крышки от кастрюли или разъемной формы для выпечки. Полученный корж часто накалываем вилкой для равномерного подъема. Перекладываем коврик вместе с раскатанным тестом на противень, который для удобства можно перевернуть вверх дном. Выпекаем корж вместе с обрезками в заранее прогретой духовке на среднем уровне около 4-5 минут. Коржи готовятся очень быстро, они красиво румянятся и увеличиваются в объеме. Готовый корж снимаем с пергамента, сразу же перекладываем на ровную поверхность и даем полностью остыть. Горячие коржи могут слипнуться, поэтому складывать стопкой их можно только после полного остывания. Очень удобно готовить коржи одновременно, пока печется один корж, второй раскатываем. Немного расскажу, как сделать это быстро и не терять времени даром. Раскатываем один корж, ставим его печься в духовку, а тем временем на втором отрезе пергамента или на тефлоновом коврике уже раскатываем второй. Вынимаем первый корж и сразу же печем второй, раскатывая третий. И таким конвейером быстро получается выпечь все медовые коржи. Обрезки теста, которые пеклись вместе с коржами, складываем в отдельную емкость. Когда они полностью остынут и затвердеют, измельчаем их в крошку любым удобным способом. Вот так быстро и просто мы приготовили основу для медового торта. Из данного количества ингредиентов у меня получилось 9 медовых коржей диаметром 22 см. Коржи для медовика можно приготовить заранее. Они хорошо хранятся и прекрасно переносят заморозку. Главное их полностью остудить, хорошо завернуть в пищевую пленку. И чтобы коржи между собой точно не слиплись, можно переложить их пергаментной бумагой. Рецепт медовика из таких коржей со сметанным кремом смотрите на моем канале по ссылке на экране и в описании под видео. Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте. Обязательно подписывайтесь на мой канал, впереди много интересного. А сегодня на этом все. До новых вкусных видео!